Из этого видео вы узнаете, что такое альткоины в криптовалюте, какие альткоины самые перспективные и как купить альткоины выгодно. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое альткоин простыми словами? Самой популярной и дорогой по-прежнему является первая криптовалюта биткоин. Про биткоин знает даже тот, кто никогда не интересовался криптовалютами. Но на рынке цифровых валют существует не только биткоин. За десятилетнюю историю виртуальных денег образовалось много других криптовалютных проектов, альтернативных, получивших название альткоины. Термин альткоин — это сокращение от альтернативный плюс коин. Его придумали пользователи крупнейшего в мире форума, посвященного криптовалютам Bitcoin Talk. А после статьи Стефани Янг в Wall Street Journal укрепилось в обиходе криптосообщества. Простыми словами, альткоины — это все криптовалюты, кроме биткоина. Альткоин не значит хуже биткоина. Просто альты появились позже, когда биток успел укрепиться в качестве революционной цифровой валюты, основанной на технологии блокчейн. Наоборот, по некоторым критериям, альтернативные монеты превосходят первую монету, поскольку создавались с целью преодолеть технические ограничения биткоина и расширить возможности его использования. Проще говоря, улучшить биткоин. Однако альткоин альткоину рознь. Они отличаются по форме, технологии, эмиссии. Одни разработчики альткоинов концентрируются на анонимности, другие — на защищенности, а третьи наделяют сеть более высокой скоростью транзакций. Но не все альтернативные проекты успешны. Многие из них исчезли, не найдя интереса со стороны пользователей. Причины возникновения альтернативных криптовалют. Основная причина появления альткоинов — расширение технических возможностей первой цифровой валюты и ее использование как в финансовой, так и в других сферах жизни. Поэтому альтернативные электронные валюты появились, чтобы: первое — увеличить скорость транзакций. Для более быстрых транзакций с цифровыми деньгами требовались другие алгоритмы, которые и внедрялись в альтернативных проектах. Также расширялся размер блоков, поскольку из-за малой масштабируемости сеть биткоин не справлялась с высоким наплывом пользователей, что сильно замедляло ее работу. Второе. Повысить уровень анонимности. Цифровые деньги задумывались как анонимный инструмент для операций в сети, и разработчики биткоина постарались наделить сеть определенным уровнем анонимности. Однако методы шифрования, реализованные в биткоине, по конфиденциальности уступают некоторым альткоинам. Третье. Упростить и удешевить майнинг. Сложность биткоин-сети постоянно усложняется. Чтобы зарабатывать на майнинге, пользователям нужно больше денежных и временных ресурсов. Таким образом, прибыльность майнинга постоянно падает. В альткоинах реализуются другие алгоритмы майнинга, позволяющие добывать новые монеты с меньшими вложениями и получать большую доходность. Четвертое. Расширить функциональность блокчейна. Биткоин в первую очередь создавался как инструмент для расчета. Это его основная функция. Функционал многих альткоинов гораздо богаче. Взять хотя бы смарт-контракты. Каждый новый альтернативный криптопроект предлагает внедрение технологических инноваций, за счет чего становится более функциональным и способным решать специфические задачи. Пятое. Диверсификация инвестиций в криптовалюту. Чем больше существует альткоинов, тем больше вариантов у инвесторов диверсифицировать свои вложения и снизить риски. Подробнее про диверсификацию, что это такое и как правильно диверсифицировать риски, смотрите в одном из наших видео. Стоит ли сейчас покупать альткоины? Какие из них самые перспективные? Понятие «перспективные альткоины» достаточно субъективное. В истории индустрии бывали случаи, когда монета из второй, третьей, четвертой сотни по объему капитализации вырастала в сотни и даже тысячи раз. Но о ней никто не знал, и никто не предполагал, что вложения в неизвестный токен могут принести сверхприбыль. Однако такие случаи скорее исключение из правил. Обычно интерес инвесторов привлекают альткоины, которые на слуху и стабильно входят в топ-100 по капитализации. При анализе перспективности того или иного альткоина учитывают общую капитализацию, эмиссию, количество и качество бирж, где он торгуется, историю курса и капитализации, практическую пользу проекта, ее уникальность и революционность, сферы применения, масштабы, целевую аудиторию.
активность разработчиков, сообщества, качество маркетинга и пиар, дорожную карту и планы по развитию, соответствие выполненных задач к запланированным и другие. Смотрите также видео о том, как инвестировать в криптовалюту и в какую криптовалюту вложиться в текущем году. Далее разберем топ-3 наиболее инвестиционно привлекательных альткоина. Альткоин номер 1 – Эфириум. Эфириум – это в первую очередь платформа, созданная для разработки децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Основатель эфириума – канадско-российский программист и основатель журнала «Биткоин-магазин» Виталий Бутерин. Говорят, первый компьютер появился у Виталика, когда ему было всего 4 года, и уже в возрасте 7 лет он самостоятельно писал простейшие программы. Чтобы создать свой проект, Бутерин изучал все, что касается биткоина, его создателя и принципов работы блокчейна. Параллельно с этим он создал собственный журнал, получивший название «Биткоин-магазин», где освещались все события криптоиндустрии. В какой-то момент Бутерин пришел к выводу, что биткоин имеет массу недостатков и что криптовалюты могут дать пользователям гораздо больше возможностей. Он загорелся созданием более совершенного проекта. В ходе краудсейла собрал средства на его разработку, и 30 июля 2015 года эфириум был официально запущен. Альткоин номер 2. Ripple. XRP. Нетипичная криптовалюта. У Ripple нет блокчейна, монеты нельзя майнить, и по своей природе проект централизован. Ripple функционирует как глобальная платежная система бесплатных платежей между финансовыми субъектами. В его основе лежит технология платежных шлюзов, представляющая большой интерес для финансовых учреждений, которые стремятся оптимизировать денежные операции. Ripple активно сотрудничает с банками, позволяя проводить быстрые транзакции с минимальными комиссиями. Платформа напоминает скорее обычную платежную систему или банк, за что ее сильно критикуют. Как бы там ни было, Ripple остается перспективным криптовалютным проектом. Монета стала популярна благодаря быстрым и дешевым транзакциям и высокой масштабируемости сети. Ripple в сотни раз быстрее биткоина, комиссии минимальные, а сеть работает без перебоев, обрабатывая 50 тысяч операций в секунду. Низкая текущая стоимость при огромных торговых оборотах делает монету максимально привлекательной для инвестиций. В Ripple уже вложились многие предприимчивые инвесторы, в том числе самый крупный банк Объединенных Арабских Эмиратов. Альткоин номер 3. Cardano. Это децентрализованный протокол, который стремится восполнить недостатки эфириум. Cardano использует систему POS – Proof of Stake – доказательство доли владения, вместо POV – Proof of Work – доказательство выполнения работы. Это означает, что валюта не потребляет так много энергии, как биткоин и эфириум. За стейкинг Cardano также можно получать награды, обычно около 5%. Валюту часто недооценивают, поскольку она еще не поддерживает смарт-контракты и встроенные токены. Однако эти функции должны появиться в скором времени, что сделает Cardano серьезной угрозой для эфириум. Ниже представлены другие интересные особенности. Более 50% кошельков Cardano участвуют в стейкинге. Эта валюта намного более децентрализована, чем эфириум. В большинстве случаев денежный оборот Cardano выше, чем у эфириум. Некоторые факты указывают на то, что Илон Маск связан с Cardano. Помимо вышеперечисленных, также стоит обратить внимание на альткоины, которые мы приведем в описании к данному ролику. Где и как купить альткоины? Один из самых быстрых способов купить альткоины – онлайн-обменники. Обменять фиатные деньги на криптовалюту или, наоборот, обналичить цифровую валюту не составит труда. Однако за быстроту операций приходится платить высокие комиссии, за которые пользователи и критикуют обменники. Популярность обрели P2P-сервисы, где пользователи обмениваются цифровыми активами напрямую друг с другом. Посредников, которым нужно платить, нет, поэтому расходы сводятся к оплате комиссии сети за транзакцию. Если покупка несрочная, то выгодно купить альткоины можно на криптовалютной бирже. В зависимости от площадки доступны разные пары для обмена. Курс покупки на бирже, как правило, более выгодный. Криптобиржи выручают и в ситуации, когда нужно приобрести малопопулярный цифровой актив, которого нет на P2P-площадках и в обменниках. Лучшие криптовалютные биржи вы найдете внизу под этим видео.
На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!